Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So today we are doing about a BV2 leader, isn't it, Prabhu? Сегодня мы говорим про лидера сектора, правильно? Yes. Okay. Sector leader's job is very, very important. У сектора лидера очень важное служение. У лидера сектора очень важное служение. Because as a Bhakti Vriksha leader, you know, maybe you didn't, if you didn't have a sector leader, then you would have found it very, very difficult to conduct the Bhakti Vriksha. Ну, еще в бытность лидерами группы вы наверняка замечали, что если у вас нет лидера сектора, то вам очень трудно вести Бхакти Врикшу. Because you're just struggling to call everybody and have a weekly meeting. Just to get them to come to the meeting itself takes all the effort. Обычно главная проблема лидера сектора — это всех собрать на встречу раз в неделю. And then so the Bhakti Vriksha leader is not meditating on how to make the members grow in their siksha levels. Это, первая сложность, которая возникает у лидера сектора, а вторая, как сделать так, чтобы лидеры групп все время заботились о прогрессе своих подопечных. How to train them in reading the books and learning all the mantras and songs. Как их обучить, чтобы они читали книги, чтобы знали все мантры и так далее. And how to, inspire the people, because every week he is meeting with them, and he has to maintain a very good relationship, so he cannot push things on them. И как вообще вдохновлять преданных, чтобы на еженедельной Бхакти Врикше лидер группы смог передавать этот энтузиазм участникам своей группы и при этом не давил на них. So when he becomes a sector leader, he should understand what he went through, all the difficulties, and so he must really go out to help the Bhakti Vriksha leaders that he has trained. И когда лидер группы вырастает уже до лидера сектора, у него тогда есть уже понимание того, с какими трудностями сталкивается лидер группы, и он уже как лидер сектора, в свою очередь, может оказывать помощь тем, кто ведет группы сам. So we will see what are the qualities that a sector leader should have, which is something more than a Bhakti Vriksha leader's qualities. Мы с вами рассмотрим качество лидера сектора, а качество у него должно быть больше, чем у лидера BV.1. So do you have the book with you, Prabhu? Yes, I do. Okay. Can you read the empathy part, that paragraph? We're reading about the qualities, these parts, qualities Yes. of sector leader. Yes. Первое качество — это сопереживание. Лидер сектора должен быть другом, философом и консультантом для лидеров Бхакти Врикши, находящихся под его руководством. У лидера сектора есть опыт удачного проведения Бхакти Врикши, так что его понимание всего необходимого для этого основано на твердом фундаменте. Таким образом, он должен сопереживать лидерам Бхакти Врикш в преодолении трудностей на пути развития групп. Также лидеру сектора надо быть восприимчивым к их идеям и принимать те из них, которые помогут в развитии Бхакти Врикши. Он должен мотивировать лидеров Бхакти Врикши продолжать свое служение, даже если развитие идет тяжело. So a sector leader is a person who can really help the Bhakti Vriksha leader because he knows what are the difficulties faced by a Bhakti Vriksha leader. Таким образом, лидер сектора может оказать лидеру BV.1 реальную помощь, поскольку понимает, с какими трудностями тот сталкивается. And he should not think that I've already trained him, I've given him all knowledge, now he can manage on his own. Лидер сектора не должен думать так: я уже всему научил лидера BV.1, знания необходимые у них есть, пусть справляются сами.
And even if the Bhakti Vriksha leader thinks like that, he might think, oh, I'm quite smart, I can manage on my own. The sector leader knows that no, he needs help. So he should, offer that help because it's his right to do that. Или если лидер БВ-1 считает, что он уже очень умный, все знает и все понимает, лидер сектора не должен терпеть такое его умонастроение, он должен понимать, что на самом деле тот нуждается в помощи и заботе. So the thing is that if you act like a boss and say that, you see, I'm your boss and you have to report to me, and you have to listen to whatever I tell you, then the Bhakti Vriksha leader may do it, but he might do it resentfully. Конечно, надо также понимать, что если лидер сектора ведет себя как начальник, там, приказывает что-то лидеру группы, тот, может быть, и будет это делать, но при этом затаит некоторое сопротивление. Also, we want people to take initiatives and grow. So if everything we tell them, then they may just become very lazy and complacent. Потом мы же хотим, чтобы лидеры проявляли инициативу и росли таким образом, а если они все будут делать только по указке, то тогда они станут ленивыми и самоудовлетворенными. So the best way to do it is to keep inquiring, so to make a phone call and ask him about his well-being. How are you doing? Is everything okay with you, your health, whatever, all his job, family. Поэтому очень важно регулярно созваниваться с лидерами БВ-1, задавать им вопросы. Как у тебя дела? Как у тебя с семьей? Как у тебя с работой? Как твое здоровье? Как Бхакти Врикша? And then we also inquire, how's your Bhakti Vriksha doing? Да, обязательно нужно уточнять, как у тебя дела на Бхакти Врикше. Many sector leaders will say, I've told him to send reports, and he never sends reports, and they get angry. Многие лидеры секторов жалуются. Я же говорил им много раз, чтобы они присылали отчеты. Они отчетов не подают и сердятся тогда. What to do? We are in Kali Yuga, and people don't like to report. Ну, что поделать, сейчас Кали-юга, люди не любят отчитываться. So in this age, the mother has to go, the cow has to go running after its calf. В этом веке корова бегает за теленком. Normally, it's the calf which goes running after the mother. Хотя обычно должно быть наоборот. So in earlier times, it was it was expected that you have to do these things. But, knowing the nature of people in this age, one has to become very, very humble. В прежние времена все было устроено по-другому, правильно, но в нынешний век дела так обстоят, что нам приходится развивать смирение. And also, we should remember that in Krishna consciousness, we always want people to voluntarily and out of love do things, not out of force. Кроме того, в сознании Кришны мы хотим, чтобы люди добровольно вызывались что-то делать из любви, а не по принуждению. So you can check out, how's your Bhakti Vriksha doing? Show genuine interest. What are the members? Inquire about each person. Поэтому лидер сектора так с интересом и любовью спрашивает, как у тебя дела, спрашивает про каждого участника группы. And so when you're discussing naturally out of experience, the sector leader will have many ideas and, to help these members, to solve their problems. И естественно, что лидер сектора на основе своего опыта может помочь лидеру группы решить какие-то его проблемы, связанные с теми или иными подопечными. And at the same time, you also listen to the Bhakti Vriksha leader, his opinions also, and you don't just say nothing. You don't have to say anything, just listen to me. So in that way, he will feel great faith and he will start consulting. Ну и для лидера сектора это возможность услышать мнение лидера группы, не то, что он за него все сам решает, и такое вот двустороннее общение, в свою очередь, укрепляет веру, укрепляет взаимоотношения. And also,
if there are any problems, sometimes if the sector leader is not encouraging him, he might become disappointed with the problems and then stop the group service altogether. Бывает так, что лидер группы не получает от лидера сектора вдохновения, помощи в решении проблем, и вот под натиском этих проблем он просто перестает вести бхакти-врикшу. So he has to motivate him by calling him up, just as he was calling them up when there were new members. Now also, unless the members themselves start calling, the sector leader has to take the austerity of calling the Bhakti-vriksha leaders and talking to them once in a way. Так что здесь нужна мотивация, нужно звонить преданным, вдохновлять. Точно так же, как лидер сектора еще в бытность лидером группы прозванивал своих подопечных, также он должен прозванивать теперь уже лидеров новых групп, взять на себя такую аскезу. If you don't do this, and then you say that I've told all my Bhakti-vriksha leaders to send their reports, and none of them do that, and then you keep quiet, nothing is going to work. Если этого не делать, если просто подумать, я же сказал всем лидерам BV.1, что прислали отчеты, а они не присылают. Нет, так это работать не будет. And, it's something like grandparents, even if the children don't call up, they will call them up to inquire about them and also about their grandchildren. They're very concerned. Это как бабушка и дедушка, которые и о своих детях, и о своих внуках заботятся. И даже если те им не звонят, бабушка и дедушка сами садятся за телефон, прозванивают и интересуются благополучием всех, и детей, и внуков. Okay, the second quality, can you please read? Love, care and maturity, right? The next one. Yes. Следующее качество — любовь, забота и зрелость. Он должен выказывать заботу о духовном прогрессе лидеров Бхакти-врикши. Должен быть доступен для консультации с ними по вопросам материальных или духовных проблем в их жизни или в развитии Бхакти-врикши. Им может понадобиться его помощь, совет, руководство. Он должен заручиться их сотрудничеством, будучи их другом и доброжелателем. Это требует определенной зрелости и самоотверженности. Другими словами, он должен помочь им в родительской заботе о членах их бхакти-врикши и не должен становиться препятствием или помехой в их служении. Иначе отношения могут стать напряженными или просто имперсональными. Он должен знать об уровне прогресса членов каждой бхакти-врикши, обо всех их нуждах, а также помогать им через лидеров бхакти-врикши или при необходимости лично. Он как дедушка для членов группы. И если он построил такие любовные доверительные отношения, тогда лидеры Бхакти-врикш будут довольны его служением. So we should understand that Bhakti-vriksha leaders are still not, they're still progressing, and we have to worry about also their development. And so that is why we need to have BV2 programs for them. Нужно понимать, что лидеры BV.1 тоже находятся в прогрессе, в динамике, об их духовном развитии тоже нужно заботиться, и для этого существует BV.2. And so we can have this, now the BV2 modules are getting done, which is some passages from Chaitanya Charitamrita, and then there are questions to ask the members, and then there is Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita discussions and strategic planning, and as well as art of Bhakti-vriksha. Yes, one by one, or you remember? That's one by one. Yes, one by one. So the first thing is, so in the modules, we have first some passages from the Chaitanya Charitamrita, which they need to know. And then there are questions to guide the discussion, like in the Bhakti-vriksha. В модулях BV.2 есть философский отрывок, только уже не по Бхагавад-гите, как BV.1, а по читанию Чаритамрити и вопросы, которые помогают вести обсуждение. And then there is Bhagavad Gita also for discussion. Maybe we can make them read and come and then, ask the questions. It is mentioned in the modules how to make it faster, that they develop reading their Bhagavad Gita also faster. So
the next section is the Bhagavad Gita. Также есть раздел, точнее, посвященный Бхагавад-гите, как быстрее и эффективнее изучить Бхагавад-гиту. And then there are some practical tips every time, something about taking care of the devotees. I will read out an example. И есть раздел, который посвящен заботе о преданных. Я сейчас приведу пример. Мгм. 1 minute, I'll just tell you. One minute. So each week there is one quality. The first week is developing selfless compassion. Under the thing of developing the qualities of a good Bhakti Vriksha leader, practical tips on how to develop selfless compassion. Каждую неделю рассматривается какое-то одно качество. Например, в одну неделю рассматривается такое качество, как бескорыстное сострадание, и обсуждаются какие-то практические советы, как развить в себе это качество. And then there is homework also. Make it a point to be Есть домашнее задание. Be attentive and do good listening of people and be interested in them. Например, развивайте себе внимательность, учите слушать других, станьте хорошим слушателем. And note how this is helping them and as well as you. И обратите внимание, как это помогает им, а также вам. And then, of course, we have in the strategic planning sheets for the Bhakti Vriksha leader, they have to write all the names of their members and their current Siksha levels. Также у нас есть такие формы стратегического планирования, где лидер группы вписывает всех участников своей группы с указанием их уровня шикши. And the leader will make all of them fill up in the meeting about what is the next level they want them to go to and how are they going to help them to achieve that. И на встрече лидер сектора просит всех лидеров групп заполнить эти формы и определить, на какой следующий уровень они хотели бы, чтобы поднялся каждый из их подопечных. So once they've written it, for the next 2 months, every week, the leader, sector leader will be checking out whether they followed what they have written on the sheet. И вот они записали, заполнили эту форму, и потом в следующие 2 месяца лидер сектора проверяет, как идут дела вот согласно записанному. So this sort of takes care of their education because it gives them a foundation on the mood, how they should deal with the people, and how to deal with people. They learn the psychology of training people. Dealing with people. Это тоже часть обучения лидеров BV.1, потому что им приходится учиться иметь дело с людьми, то есть вся вот эта психология заботы, она находит практическое применение. And then they're learning also the philosophy. Mainly Bhagavad Gita is the most important philosophy for developing one's consciousness. Кроме того, они изучают философию, в первую очередь философию Бхагавад-гиты, это очень важно для индивидуального развития. And we're trying to give them how to develop the qualities of a leader by giving them some homework also. И стараются развить в них качество лидеров, давая им определенные домашние задания. And we are analyzing every member's progress in the meeting. Мы также на встречах анализируем прогресс каждого участника группы. And because the sector leader is also involved in the writing of he is giving suggestions, ideas, and helping the Bhakti Vriksha leader to make the points, what he's going to do with the members.
So then it becomes a very good partnership. И поскольку лидер сектора принимает участие в заполнении формы, он дает какие-то практические советы, как помочь этому, другому преданному, то получается такое хорошее партнерство. And of course, the sector leader has to decide when he is ready for, he has to schedule Siksha level seminars, and then the Vyuha programs, Japa marathons, all that, or picnics. He has to keep reminding them. Otherwise, Bhakti-Vriksha leaders are so busy that they forget. И лидер сектора также отвечает за планирование мероприятий, когда проводить семинар Шикши, джаба-марафон, пикник, вьюху, потому что лидеры BV.1 могут закрутиться и забыть об этом. And so, and in the meeting, the leaders, whatever they can discuss with in front of others, they will come up with their problems or their successes. And in this way, it will become a very good teamwork for the whole sector. Ну и потом на этой встрече лидеры, если у них есть какие-то радости, они могут поделиться. Если есть какие-то проблемы, они могут об этом рассказать. И получается очень такая продуктивная встреча. And to build a family-like, feeling that the leader, each leader should not only think about his own group. So sometimes he should have common programs for the, of course, Vyuha programs, not all the groups come together, but anyway. So in the common programs, when all the leaders are introduced to the whole group, then this community feeling will develop. Ну и для развития такой семейной атмосферы, для развития общинной атмосферы важно также, чтобы лидеры разных групп знали и участников других групп, и для этого проводятся такие большие программы, куда разные группы собираются, и разные лидеры тоже могут там выступить. So also, the relationship has to be very nicely established, because the Bhakti-Vriksha leader should trust the sector leader, that the sector leader will never, put down the Bhakti-Vriksha leader before the members or take his place. Ну и очень важны доверительные отношения между лидером сектора и лидером группы. Лидер группы должен быть уверен, что лидер сектора никогда его публично не унизит или не попытается занять его место. So when that trust is there, so in the beginning, how to win the trust is everything the sector leader advises the Bhakti-Vriksha leader to work on the members. He's advising him. Как возникает вопрос, как заработать, как развить такое доверие? Ну, в первую очередь, лидер сектора развивает это доверие, давая советы лидеру BV.1 о том, как ему лучше заботиться о своих подопечных. But at the same time, he also visits the groups once in a way, and so the members know him personally. Он также периодически посещает группы, поэтому его знают все преданные в Бхакти-Врикшах. So sometimes, if it is required, he can also talk to them directly. Иногда, если необходимо, он может непосредственно пообщаться с участниками BV.1 по каким-то их вопросам. So he's like a grandparent. And then the Bhakti-Vriksha leader will be very happy to take the services of the sector leader. Да, лидер сектора, он как такой дедушка или бабушка, и если он действует в такой роли, то лидеры BV.1 будут очень хорошо его принимать. So in Bhakti-Vriksha program, if we follow this carefully, what happens is we become detached. We don't become attached and we think forever all the people should only report to me and I must be the one who's doing everything. And, this is the mood. This is a great, actually, weakness sometimes. And we have to overcome that. И если все правильно устроено в Бхакти-Врикше, то будет развиваться дух непривязанности. Не будет такого, что лидер сектора считает лидеров групп своими людьми, что они обязаны ему отчитываться и так далее. Потому что такое умонастроение привязанности, оно на самом деле говорит о слабости. At the same time, Bhakti-Vriksha leaders, sometimes they also act independent and they feel I can manage on my own
and maybe they are very, a little suspicious. If their members talk with the sector leader, then they feel maybe they won't listen to me. Ну и лидеры BV.1 тоже иногда в такую подозрительность впадают. Во-первых, им кажется, что они сами все знают, не нуждаются в помощи, а во-вторых, иногда они напрягаются, когда их подопечные обращаются к лидеру сектора. So the sector leader should not be disturbed by such feelings. I mean, if the BV leaders have such tendencies, he should not be disturbed. Лидеры BV начинают опасаться, что вдруг потом подопечные их перестанут слушаться. И лидер сектора должен понимать это и не пугаться, если у лидеров BV.1 начинает проявляться такое настроение. Rather, he should, if he continues in that mood, he will meet with some challenges and problems. Ну, просто если лидер BV.1 будет и дальше в таком настроении действовать, то проблем не избежать. And pretty soon he will be purified of those anarthas. И в таком случае очень быстро ему придется избавиться от этих анартх. At the same time, the sector leader should not feel hurt and give up. I'm not going to take care of this Bhakti leader because, he is acting very independent. He thinks he's very proud and so on. Ну и, конечно, лидер сектора должен терпеливо относиться к таким ситуациям и не думать, как ему поскорее избавиться от такого непокорного лидера BV.1. He doesn't need me, so why should I bother about him? Лидер сектора не должен думать, этот лидер BV.1 во мне не нуждается, зачем я тогда буду тратить на него свое время? But rather, it is our duty. We are doing it as a duty. And so, with all humility, we must continue the relationship. Мы продолжаем эти отношения с чувства долга и делаем это с смирением. So you see how Bhakti pushes us towards doing selfless devotional service. На этом примере можно видеть, каким образом Бхакти-врикша нас подталкивает к бескорыстному преданному служению. The success doesn't depend so much on your charisma and how well you can talk and become a nice, speaker and, those things. Мы видим, что успех лидера не так уж зависит от его харизмы или красноречия. There are many people who can give very good lectures. Есть много преданных, которые хорошо читают лекции. And people get attracted to them. И люди привлекаются ими. And what happens is, then it is all focused on the leader himself. But here in the Bhakti Vriksha, we are trying to empower others to also become leaders. И получается, что в центре всеобщего внимания оказывается такой лидер, то есть все внимание сосредоточено на нем, а в Бхакти-врикше речь идет о другом, о том, чтобы уполномочить других становиться лидерами. So you see, this is much more than just giving a talk. It is about caring. Это гораздо больше, чем просто прочитать хорошую лекцию, потому что здесь речь идет о заботе. You're genuinely concerned that this message should reach as many people as possible. У вас главное должна быть ваша забота, чтобы это послание услышало как можно больше людей. And that is the goal, not about, petty fights about, you didn't respect me, I didn't, you didn't behave properly. Those things are unimportant. И вот это действительно важно, а не всякая там возня по поводу «ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь» и все такое. Okay. Yes. Any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Да, преданные, можете включать микрофоны, задавать вопросы. Вот. И, может быть, кстати, предлагаем поучаствовать интерактивно. Допустим, следующее качество можете тоже из книжки прочитать, у кого есть под рукой. Руку поднимите только. Я микрофон включу. Дайл Прабу, сможете следующее качество прочитать? Сейчас или потом?
После вопросов. Вопросы, да. Есть вопрос. Ага, вот. Говорите. Прабу, хорошо. Харе Кришна. Hare Krishna. Падмини. Харе Кришна, дорогие How are преданные. you, Prabhu? Stavropol, you are still. Вы в Ставрополе, да, по-прежнему? Да, да. And his name is what? Прабал Прабу. Prabal Prabhu. Hare Krishna. Yes. Ну, я уже озвучивал несколько раз эту ситуацию нашу. Ну, у нас на БВ-2 6 человек, из них 4 матаджи, 2 незамужние, 2 замужние. I have already spoken about my concern on BV2. We have 6 devotees. 4 of them are Matajis, 2 are married, and 2 are not married yet. Mhm. Вот, и это. Ну, Yes. проблема Four как бы leaders много or лет 6? такая. Prabhu, sorry, you have 4 leaders or 6 leaders? 6 лидеров. А лидеров-то сколько? 6, да? Раз 6 человек у вас на БВ2. Ну, у нас получается... Не, ну у нас, да, все лидеры, все члены БВ-2, они, да, одна матаджи ведет БВ-0 и 3 БВ-1, но они как вместе, они такая, как команда. Regarding those Matages, one of them is conducting BV0 and 3 of them are conducting one Bhakti Vriksha all together, like a team. Okay. Вот. So Ну 4 и- people. То есть 4 лидера, да, получается? Ну да, там еще Прабу один, но там с Прабу-то нет проблем. Я вот как раз хотел... Yes, озвучить. there is one more Prabhu, but there is no problem with him. The problem is with Mataji, so this is what I want to tell. Okay. Ну, в общем, ситуация какая, что понятно, что и они прекрасно понимают, и я прекрасно понимаю, что я эффективно заботиться о них я не могу. И когда я, иногда бывает, звоню по телефону кому-то из них, все очень так формально, потому что они все это, они не могут, естественно, мне глубоко там что-то рассказать, так или иначе мы так что-то так вот по служению что-то мы переговорим, но эффективно я не могу им что-то там помочь каким-то действительно таким общим. So I understand and they understand that I cannot efficiently take care of them. I call them now and then and they tell me something, but it's obvious that we cannot deeply discuss some matters. Why is that? А почему вы не можете так глубоко обсуждать какие-то темы? По телефону? Да. Ну, потому что этикет не позволяет. Because of the etiquette. И они как бы, понимают сами, мне они как бы и говорили, когда мы на БВ-2 встречаемся, эти все вещи обговариваем, они сами говорят, что как бы, это, я ж не буду перед Прабалом, как бы озвучивать какие-то свои проблемы по телефону. And when we meet on BV2, they also tell that we cannot tell Prabal on the phone about our problems. Вот. Но когда мы на БВ-2 встречаемся, тут у нас, все так довольно открыто. И Прабу, который лидер, он тоже мне очень здорово помогает в этом. When we meet on BV2, it's much easier, especially I have Prabhu here, who is also a leader, and he is helping me. Но, однако, индивидуальной заботы для этих матаджи явно не хватает. Я это прекрасно осознаю. Those Matajis lack individual care, and this is obvious to us. Who is your, you have any Mataji assistants? А у вас Матаджи помощница есть, например, жена? Не, жена есть, конечно.
Вот. Но жена, она преданная, все замечательно, она замечательная жена, замечательная мама, все. Но вот именно в плане заботы об этих лидерах, но у нее не получается. Она как бы, у нее есть желание, но в реальности она не может. I have a wife. She's a wonderful wife, wonderful mother, a nice devotee, and she would like to help them, but still it doesn't work. She doesn't have the qualities to help them. No, what can happen is if they make a phone call to her and you are also sitting beside her. Нет, So, смотрите, речь о чем? То есть вот они звонят ей, да, и говорят не с вами, а с ней, вы просто сидите рядом и тоже слушаете. And then you can intervene and give your suggestions and she can tell them, or you can, in front of your wife, maybe if you speak to them, they feel comfortable. И, допустим, вы потом в какой-то момент берете слово и даете какие-то советы. Или просто вы что-то им говорите в присутствии жены, и тогда, может, им комфортнее будет. Ну да, то есть, нужно специальное время для этого, чтобы мы встречались втроем. But it seems we have to spare some special time to meet three of us together with my wife and those Mataji's. No, but now we have all the Skype and the Zoom. You don't need to physically meet. Ну, сейчас в эпоху скайпа и зума даже не надо физически встречаться, можно онлайн это делать. Подзависло, да? Yes. Ну да, можно. Yes, we can. Yes, please do, because that is very much required for building a relationship with your Bhakti-Vriksha leaders and helping them. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Это очень важно для развития отношений с лидерами Бхакти-Врикши. Ну да, вот может быть, Матаджи Према Падмини, может быть, что-нибудь можете сказать вот моей жене, она тут рядом, как бы пару слов вдохновения, но у нее просто много, как бы всякие вот домашние, всякие заботы эти, она вот за всеми этими заботами, она как бы, ей не хватает, что ли, как бы времени и какого-то, может быть, сильного желания как-то вот созваниваться с Матаджи, который вот у нас в нашей BV.2, вот, может быть, пару слов ей скажет. Maybe you can say a few encouraging words to my wife, because she always lacks time to encourage others, because she is overwhelmed with family duties. I know. It is your children are Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So I understand it is full time, running the home, taking care of family, children, it's full time. But just 1 hour per week or any time somebody has a problem, then you schedule it that sometime when you can spare, and it may be just half an hour. And mainly you don't even have to apply your mind so much, because you are acting as so that they feel comfortable, and along with your husband you're going to guide them, so it won't be such a problem. If you alone have to think and guide them, then you require, you have to feel also fresh. Suppose you're tired, then you cannot guide them. But if you're doing it along with your husband, then it's not so stressful, isn't it? Ну, я прекрасно понимаю, сколько на вас обязанностей лежит по дому, по хозяйству, с детьми тоже нужно заниматься. Но с другой стороны, смотрите, речь идет о том, чтобы раз в неделю уделить там час или, может быть, даже полчаса, или реже, чем раз,
в неделю на то, чтобы пообщаться с преданными, поддержать их, и причем вам не нужно будет какое-то умственное напряжение при этом проявлять. Это же совершенно не одно и то же, как если бы вы самостоятельно все это вели, и вам нужно быть в очень хорошей форме, чтобы всех поддерживать. То есть здесь даже это не требуется. Ваш муж рядом, просто ну, как бы выслушать, как-то поддержать преданных. Because this is your husband's service. Don't think it as something outside your home. You're doing it to help your husband. Это служение вашего мужа, это не то, что какое-то там постороннее служение, то есть, ну, просто рассматривайте это как то, что вы, ну, то, что вы помогаете своему мужу. Yes. Then he will also find it easier, right? He'll find it much easier if you're there to help him. Вашему мужу тоже будет гораздо проще, если вы сможете ему помогать. And you will get spiritual credit for doing that. И вы за это получите духовное благо. And a lot of experience also. You'll grow also in your spiritual life. Также очень много опыта, вы будете лучше прогрессировать в духовной жизни. And another thing is because husbands and wives rarely do any devotional service together, Но other еще than just Arati. такой момент. Обычно мужья и жены, у них не так много возможностей какое-то служение вместе делать, не считая арати. But when you do this together, then you will find it is really helping you. And your own relationships will, be very sweet because you're discussing about how to serve Krishna. Но если вы вместе будете служение делать, вы заметите, что у вас отношения лучше станут, потому что у вас больше духовных тем для обсуждения появится. And you will be able to give him the feminine viewpoint because, and especially to understand the other Matajis, your input will be very valuable for him. И что очень ценно будет для вашего мужа, вы сможете дать ему женский взгляд на все эти проблемы, поскольку у вас же там матаджи лидеры. And in Bhakti Vriksha, they always people like it when couples are Bhakti Vriksha leaders because they like a papa and a mama, both they want. Потом преданным на Бхакти Викше нравится, когда у них лидеры семейная пара, тогда у них и папа, и мама есть. Because sometimes the fathers may be very strict, they can cry to the mother. Потому что когда папа очень строгий, можно маме пожаловаться. Right? You can just chalk out how much time is available. Not that any time of the day someone will call you. You decide, this is the time I'm available. Maybe it's only once or twice a week, but you can tell them, if you want to call me, you call me at this time. Ну и не то, что вам будут прям теперь звонить в любое время дня и ночи, вы сами решаете, в какое время вам удобно, там раз или два раза в неделю, и пусть вам звонят в то время, когда вам удобно. Yes, you can do that. Как вы думаете, получится у вас это сделать? Хари Кришна, спасибо, матушка Према Падмини. Вот можно поделиться немножко с вами. Вчера, например, thank you so much. I just wanted to share with you. Вчера вот мы с одним лидером в Бхакти Врикше, например, уже у нас такие отношения уже сложились, и мы по скайпу обсуждали с ней 1,5 часа, и плодотворная была встреча. Мы договорились, что мы раз в неделю будем, например, читать с ней Шримад Бхагаватам и общаться. У нас есть общая одна тема, с которой мы работаем, и она попросила меня, чтобы мы с ней обсуждали раз в 2 недели встречаться. А так каждую неделю вы мне паузу тоже встречаться и общаться. Давайте, пожалуйста, паузу, чтобы я мог слово ставить. For example, we are already doing this with one Mataji who is a leader where I'm meeting with her on Skype. We decided that we meet once a week and we read Bhagavatam together, and besides we have some common topic to discuss, so
I've already got this experience. Okay. Very nice. Очень So are хорошо. they, but do they also discuss about Bhakti Vriksha with you? А дела Бхакти Врикши с вами тоже обсуждают это, Матаджи? Да, конечно. Вчера. Yes, of course. Мгм. Oh, Да. very nice. Then you're doing wonderful service. Thank you. Замечательно, тогда вы делаете очень хорошее служение. Спасибо вам. Спасибо, матушка, за благословение, благодарность. Thank you for your blessings. Hare Krishna. So Prabhu, Prabal Prabhu, so your wife is doing service. She's helping you. Ну, видите, Прабху, ваша супруга уже вам помогает. And whatever Ну, you да. feel that she can do better, you can give her the suggestions and she can speak to them. Потом, ну, если вы видите, что можно улучшить или изменить, вы ей свои предложения высказываете, она будет передавать вот эти Матаджи. Окей. Is that possible? Как вы думаете, это возможно? Ну да, возможно, конечно, если будет какая-то стабильность у Гопишвари. Of course, it may be possible if Gopishwari becomes stable. For that, you have to converse with her and discuss your Bhakti Vrikshas with her. Then she will become, she will also become interested and she will give you ideas and become involved in it. А для этого вам надо обсуждать с ней дела Бхакти Врикши, чтобы у нее был интерес к этому, чтобы она тоже какой-то вклад свой вносила в это. Do you discuss Bhakti Vriksha, how it's happening with your wife? Вы обсуждаете дела Бхакти Врикши с женой? Ну, обсуждаем, конечно, особенно вот наших матаджи, которые лидеры. Of course we do, especially when it concerns our Mataji leaders. Okay. Ихние проблемы у нас всегда на периферии нашего сознания. Their problems is our constant topic. Okay, then what is the problem then? Ну а тогда в чем сложность? Ну, Гопишвари говорит, что больше сложностей не будет. Gopishwari says there will be no more problems now. Okay, Hare Krishna. Есть ли еще про это вопросы преданные какие-то? Huh? Sachna Prabhu is asking for more questions if devotees have. Yes. Mhm. Здесь на самом деле в этих там 2 абзацах, которые мы прочитали, там каждое предложение это как сутра, то есть по ней, наверное, видимо, можно целую лекцию. Прям Падмини спрашивать. In those 2 paragraphs that we have read, 3 paragraphs, each one is like a sutra. One can give a whole lecture on 1 paragraph, so there should be more questions. В принципе, у нас сегодня время подошло уже к концу. And besides, we're running out of time. А может быть, вы сами хотели бы, чтобы мы на что-то ответили, какие-то вопросы? Maybe you, Mataji, have some questions for us to answer. Okay. So how many of you, all of you here who are here are all sector leaders, right? Ну, у меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что все, кто здесь присутствует, лидеры секторов? Фактически, я думаю, да. То есть, преданные могут только там написать, если что-то они не являются лидером сектора. I think that all of them are. If somebody is not, they may write, but mostly all of them. Okay. So do you set targets for your Bhakti Vriksha leaders?
that, what you want from them. Вы ставите цели для лидеров Бхакти-врикши, то есть чего вы от них ожидаете? Не знаю, Кундешвари Радха Матаджи, у вас вот галочка стоит. Хотите что-то сказать? Хотите вопрос сказать? Харе Кришна, мои поклоны. Я ответила на вопрос. Целью является лидером сектора. Спасибо. Может быть, заодно ответить на вопрос, вот удается вам цели ставить перед подопечным? На данный момент мы совместно обсуждаем стратегию развития сектора, потому что я не так давно стала лидером сектора. I have become a sector leader just recently, so now we're on the stage of discussing our strategy. Я хотела бы, чтобы мы вместе сформировали, то есть мы уже сформировали цели, задачи, и какое-то вот общее видение у нас пришло совместное вот благодаря этому. We have already developed common targets and goals, so we have some team vision of that. Okay, very nice. Хорошо. So they're all cooperative. They are working nicely with you. Преданные лидеры так готовы сотрудничать, да? Да, да. Yes. And you have regular meetings and study classes. Вы регулярно встречаетесь, наверное, да, и учебные занятия проводите? На данный момент еще мы не начали учебные занятия проводить, потому что мы вот какое-то время решили посвятить разработке самих встреч, потому что до этого были встречи, и в принципе они в формате BV.2 проходили, но хотелось бы, чтобы это было вот какое-то общее, на основе общего вот согласия, как бы, чтобы это вот все сложилось, как бы. Поэтому сейчас такая перезагрузка, как бы. We're not having study classes right now because now the idea is to choose a format of meetings which would be convenient and attractive to most of the devotees. So we are in a stage of restarting BV2. Actually, BV2, you could even do it online and only meet once in a week. Ну, BV2 на самом деле можно в онлайне проводить, а физически встречаться, не так часто. If the leaders are okay, because then you will make sure that it happens every week or whatever. And what do you think? Если Then это they won't лидеров, say, some of them, everybody will attend it. Если лидеров устраивает, если они все готовы, потому что тогда это будет гарантия, что BV2 будет проходить регулярно. Что вот вы по этому поводу думаете? Ну, сейчас, да, мы стараемся на регулярной основе проводить, а раньше вот, когда я еще была просто участником вот этой BV.2, то у нас не было регулярности встреч, потому что у нас как бы стал лидер, он стал президентом Ятры, и у нас на какое-то время вот перестали проводиться регулярно встречи, и вот уже меня попросили проводить их, чтобы ему выполнять вот свои обязанности. И сейчас я вот процесс только настраиваю. Previously, I was a member of BV2, and our sector leader, later on, he became a Yatra president, and BV2 meetings stopped. And after some time, I was asked to be in charge, and now I am in the process of sorting things out and trying to understand how to continue with that. Oh, okay. So you have not been a Bhakti Vriksha leader?
Or А you were? вы сами Бхактиврикшу вели когда-нибудь, ну, до этого? То есть вы были лидером BV.1? Да, мы проводили группу вместе с одной Матаджи Туласи Гопи, но потом как бы у нас там сектор не образовался, как бы, и у нас так получилось, что вот наш сектор, наша группа, лидеры, они ушли в высшую сангу, в более высшую сангу, и сейчас вот все на место как бы стало, что я опять вот у них лидер. I used to conduct a BV1 together with one Mataji, but our group didn't multiply, we didn't form a sector, and it happened so that our group members, they joined to some higher level Sangha, and now it's becoming more natural that I am again their senior. Okay. So what is the reason that your group now, I mean, looking back, what do you think is the reason that your group did not multiply? А если сейчас вот оглянуться назад и подумать, в чем была причина, что у вас группа не разветвилась ваша? Ну, мы для этого, может быть, недостаточно или усилий прикладывали, или тогда не было знаний, знаний не было достаточно, вот как это правильно сделать. We were not investing enough effort in that, and we lacked knowledge of how to do this. This almost right. Yes, Prabhu, please tell me. We didn't invest enough effort in that, and we didn't have the knowledge how to do it. Okay. Okay. Are you planning to do one more Bhakti Vriksha, or you're going to take care of the other sectors, other Bhakti Vriksha leaders? А у вас не было планов самой Бхакти-Врикшу открыть, или вы планируете о лидерах BV.1 заботиться, или какие у вас планы? Я думаю, что вдохновить все-таки преданных, вот открыть группу. Сама пока не знаю, но хотелось бы, чтобы еще вот группу или как-то совместно открыли слуги-лидеры. I'm not sure about conducting a group myself, but I meditate on inspiring other devotees to start a group, maybe together. Yes, very nice. Yeah, you can help В them. любом случае, да, в любом случае буду помогать. Ну да, это хорошо будет, если вы сможете помочь. So wish you all success. Я вам желаю успеха. From which place are you? Из какого вы города? Красноярск, Сибирь. Красноярск, Сибирь. Ну, может быть, тогда на этом тогда прервемся на сегодня, а в следующий раз продолжим эту тему. So maybe we'll stop at this point and continue next time from the same place. Харе Кришна. Спасибо большое. Thank you so much. До скорых встреч. Haре Krishna.